Ах, ребят, это трудно передать эти ощущения, когда ты приезжаешь в то место, где провел очень много времени. Это время было очень классно. Я провела на Кипре в общей сложности год и 3 месяца. Улетела я отсюда в 2019 году в ноябре. И, честно говоря, с началом этого безумства я не знала, попаду ли я когда-нибудь сюда опять. Можете себе представить мое состояние, ощущение, потому что я так люблю. Я так люблю этот остров, и мне здесь все такое родное. Короче, вперед! Несмотря на близость Египта и Кипра, из Хургады нужно лететь с пересадкой в Каире. Пока EgyptAir единственный перевозчик в этом направлении, а мои впечатления о флагмане вы найдете в отдельном видео. Итак, я на месте. За сутки я сдаю второй тест. Блин, оказывается, это так неприятно. Но на Кипре это очень быстро, оперативно, организовано и дешево. Стоимость ПЦР-теста в Египте порядка $80. Здесь 15 евро. Можно оплачивать картой. Но сдают все в аэропорту по прилету, независимо от наличия вакцинации. Зима на Кипре – это обычно прохлада, дожди и сырость. Но меня встречает чудесная солнечная погода. Ощущение, что остров радуется моему приезду. Дорога от аэропорта Ларнаки до Паралимни, городка, где живут мои друзья, занимает около часа. И, конечно, сразу к морю. Я наслаждаюсь этими волнами, потому что, к сожалению, в Хургаде их не бывает никогда, даже когда на улице сильный ветер. А здесь вот они, с белыми барашками. После Египта маленький остров Кипр кажется мне до невозможности милым, уютным и очень аккуратным. Здесь все располагает к длительным прогулкам, но если летом в жару это лучше делать вечером, то зимнее солнышко очень подходит для ходьбы вдоль моря. Чем я и занимаюсь почти все дни, когда выпадает хорошая погода. Я остановилась у друзей в маленькой кипрской, ну не деревне, поселок городского типа с названием Паралимни. Немножечко еще дальше это Капарис, Дерения. Здесь все расположено к тому, чтобы люди гуляли. После Египта мне безумно этого не хватает. Длинных прогулочных дорожек, променадов. Я просто наслаждаюсь. Официально Кипр – это 4 крупных города – Ларнака, Лимассол, Пафос и Никосия. Остальные населенные пункты – поселки и деревни, в том числе и популярные курорты Аянап, Протарас. Поселения Паралимни, Капарис, Дерения находятся в северо-восточной части острова. Это самые настоящие кипрские деревни и по-своему очаровательные. Сейчас мы находимся в самом центре Паралимни. Очень аутентичное место. Это церковь Девы Марии. Она была построена еще в 13 веке. А я отправлюсь в храм, который находится рядом. Церковь Святого Георгия. Несмотря на то, что я нахожусь как бы в отпуске, почему-то все время очень занята. Но сегодня воскресенье. У меня выдались свободных пару часов. Я приехала одна в центр городка Паралимни, чтобы здесь немножечко побродить и сходить в церковь. Да, иногда я это делаю. Храм был открыт в 1966, но построен на фундаменте древней церкви. Еще с моего первого приезда на Кипр я очень полюбила все церкви, которые здесь находятся. А здесь их огроменное количество, потому что на маленьком острове вообще непонятно, как может быть столько много церквей. Они все разные, каждая со своей атмосферой. Но самое классное, что здесь тебя вообще никто не напрягает ничем. Хочешь — снимай, хочешь — фотографируй, хочешь — просто сядь и сиди. Тебе не нужно одевать платки, тебе не нужно платить деньги за свечи. Лишь в монастырях, в Кикском и еще где-то там свечи платные. Во всех остальных храмах ты просто берешь свечи. Если у тебя нет денег, ты ничего не кладешь. Если у тебя есть деньги и желание, просто кладешь взамен денежку. Здесь абсолютный покой и умиротворение. Ну вот по мне здесь прям самая лучшая атмосфера из всех церквей, где я была, хотя киевские я тоже очень люблю. Сейчас мои комментарии будут излишними, просто послушайте.
А здесь находятся мощи Георгия Победоносца. Я думаю, это прекрасная возможность к ним прикоснуться, подумать о хорошем. Голубое небо, яркое солнце и необычная искусственная елка. Мой отпуск на Кипр выпал в самый канун Рождества. Вкусная еда на солнечном острове – это отдельная тема. В моем случае она была с британским акцентом. Я гостила у друзей англичан, которые давно живут на Кипре. Традиционные завтраки с беконом и фасолью, свиные ребрышки и много других вкусностей. И, конечно, пиво всевозможных видов. На Кипре работает ковидное правило на все 100%, никаких исключений. Когда я сижу в кафе за столом, я могу снять маску и сидеть без нее, естественно. Сейчас я пойду в туалет, я должна буду непременно маску одеть. Когда вернусь, опять сниму. Входя в кафе, выходя из кафе, я всегда должна быть в маске. И на входе у меня обязательно попросят QR-код моей вакцинации или негативный ПРЦ-тест. Да, Европа, она другая, не такая, как Египет. И немного атмосферы предрождественского паралимня, яркого, сверкающего, усыпанного огнями, уютного и праздничного. В самом центре городка по выходным проходила ярмарка. Ну а та искусственная елка, которая днем смотрелась странно, вечером сверкала красивыми огнями. Сувениры ручной работы, хендмейд безделушки, шоколадки, печеньки, рождественские открытки и игрушки. А главное – праздничная атмосфера, улыбки и смех. А еще непременные атрибуты любой ярмарки – это живая музыка и ароматный, вкусный глинтвейн. Зима на Кипре, она вот такая, дождливая, и может это быть без остановки. Чем же занимаются киприоты в такое время года и с дождем? В крупных городах даже зимой жизнь более энергичная, а в кипрских деревнях выбор занятий невелик. Дом, работа, шопинг, дом. Передвигаются все на автомобилях. По статистике, на семью здесь приходится в среднем 2 машины. Специфика острова такая, что без авто, как без ног. Одно из любимых развлечений – это бары. Здесь можно встретиться с друзьями, обсудить местные новости, перекусить и, конечно, выпить бокальчик другой. Наверное, я сейчас выгляжу экстремально странно, похожа на деревенскую сумасшедшую. Люди здесь по улицам особо не ходят и в хорошую эту погоду. А я решила пройтись по дождю, потому что просто устала ездить и сидеть дома, либо ездить на машине, либо сидеть в баре. Но это прям не мой образ жизни. Поэтому мне все равно, я иду пешком по дождю. Мокрая погода по-своему украшает Кипр. Особенно, когда ты прилетел из места, где осадки выпадают примерно раз в год. В Хургаде, где я живу вот почти уже 8 лет, дождей практически не бывает. Зимой кипрская природа ликует. Все вокруг зеленое, сочное и очень яркое. Все это благодаря дождям. Они могут начинаться в октябре и продолжаются до апреля месяца, до самого лета. Я здесь уже нахожусь 5-й день, но мне по-прежнему жутко непривычно от вот этого покоя и тишины. Ну вот вы видите, на дорогах никого. Изредка проезжают машины. Я не вру, я не иду где-то в какой-то прям глуши, глубинки. Нет, это нормальная улица городка под названием Паралимни. Вот просто здесь так люди не ездят никуда без особой причины. Поэтому, а уж представьте, как все смотрят на меня, то, что я иду пешком еще и по плохой погоде. Думают, ну точно не в себе. На самом деле Кипр – это удивительный и гостеприимный остров с потрясающими чистейшими пляжами, древней историей и уникальными памятниками. Это аутентичные церкви и монастыри, уютные греческие таверны, вкуснейшая еда и аромат крепкого свежесваренного кипрского кофе. А еще море, на которое можно смотреть часами, независимо от времени года. В следующем выпуске я расскажу, где же побывала в свой рождественский уикенд.
Уверена, вы полюбите солнечный остров так же, как люблю я.